Армии. Это меняет все. Свобода, сорвавшая оковы. После нескольких недель молчания шокирующие кадры только что всплыли и потрясли весь мир. Ви Тэхён был замечен садящимся на рейс в Лос-Анджелес сразу после своего тайного пребывания на Гавайях. А теперь Чингук наконец нарушил молчание. То, что он сказал, оставило фанатов ошеломленными, повергнув их в полный шок. Вы не поверите, что на самом деле происходит за кулисами. Часть 1. Побег и секретный след. Никто не ожидал, что Ви снова исчезнет. После недель тишины его внезапное появление в Гонолулу уже вызвало шок во всем фандоме. Но то, что произошло дальше, лишило всех дара речи. Утром 10 ноября фанатка опубликовала нечеткие кадры в сети. Ви, одетый только в простую белую рубашку и низко надвинутую кепку, был замечен спокойно входящим в частные ворота международного аэропорта имени Дэниела Киноуэ. Рядом не было ни сотрудников HYBE, ни телохранителей, ни официального фотографа. Он просто нес небольшую сумку и шел со спокойной уверенностью. В течение нескольких часов трекеры рейсов подтвердили то, чего многие боялись, а другие надеялись. Он направлялся прямо в Лос-Анджелес. Твит мгновенно стал вирусным. Ви замечен в аэропорту Гонолулу. Он летит в Лос-Анджелес. Что происходит? Через несколько минут решетка Тайонгинла стал мировым трендом. До этой поездки местонахождение Ви было загадкой. Фанаты уловили лишь небольшие намеки. Фотографии океана в его инстаграм-стауре, размытое отражение в окне отеля и слабый звук волн в одной из его недавних прямых трансляций. Только когда местный фанат на Гавайях заявил, что видел его, кусочки головоломки начали складываться. Почему Гавайи? Ответ может быть глубже, чем кто-либо предполагал. Некоторые фанаты предполагали, что это был секретный сольный проект, который HYBE даже не планировали объявлять. Другие шептались об эмоциональном перерыве, намекая, что Ви нужно время вдали от внимания. Однако небольшая группа фанатов, те, кто внимательно следил как за Ви, так и за Чингуком, заметила что-то странное, внезапное молчание Чингука. Он ничего не публиковал несколько дней, даже не поставил ни одного лайка. Что-то было не так. Часть 2. Чингук нарушает молчание. Когда Чингук наконец вышел в прямой эфир на Уиверс, миллионы людей сразу же присоединились. Сначала это выглядело как обычный чат. Он улыбался, шутил и тихо пел. Но затем его тон внезапно изменился. Не называя имен, Чингук заговорил о доверии, расстоянии и необходимости отпустить кого-то, когда мир продолжает наблюдать. Фанаты тут же связали точки. «Иногда так сильно хочется кого-то защитить», — тихо сказал Чингук. «Но ты не можешь, если мир не дает ему дышать». Раздел комментариев взорвался. Он говорит о Тэхёне. Почему он звучит грустно? Что случилось на Гавайях? Было очевидно, что-то сильно давило на него. Часть 3. Секретная встреча в Лос-Анджелесе. К тому времени, как Ви приземлился в Лос-Анджелесе, папарацци уже собрались. Но вместо обычного яркого прибытия он проскользнул через частный терминал. Ходят слухи, что его кто-то ждал. Кто-то близкий к индустрии, возможно, американский продюсер, связанный с предыдущими коллаборациями BTS. Спекуляции быстро росли. Был ли это секретный проект OST, скрытая коллаборация с американским артистом или личная встреча вдали от контроля HYBE? Фанат опубликовал клип, как черный автомобиль покидает LAX, с подписью. Он выглядел спокойным, но что-то было в его глазах, словно он знал, что за ним наблюдают. И затем, почти как шепот в шторме, появилось еще одно сообщение. Частный самолет Чингука, как сообщалось, готовился к вылету из Сеула. Пункт назначения – Лос-Анджелес. HYBE сохранял полное молчание. Никаких официальных заявлений, никаких пресс-релизов. Но инсайдеры утверждали,
что за закрытыми дверями нарастает напряжение. Некоторые сообщения предполагали, что недавние независимые шаги Ви, его сольные проекты, частные фотосессии, а теперь и эти необъявленные поездки вызвали внутреннее разногласие. Может ли это быть причиной, по которой Чингук так загадочно говорил во время своего прямого эфира? Могут ли участники тайно восставать против ограничений компании? Известный инсайдер опубликовал такой намек. Больше чем «не все, что вы видите, запланировано». Иногда свобода стоит дороже славы. 2 дня спустя Чингук прибыл в Лос-Анджелес без предупреждения. Ни сотрудников HYBE, ни менеджеров. Одетый небрежно во все черное, он прошел через тот же терминал, которым пользовался Ви. Фанаты начали сопоставлять фотографии, ракурсы и отметки времени, осознавая нечто невероятное. Они снова были в одном городе. Тем не менее, ни одной совместной фотографии не всплыло, и это только подогрело тайну. Было ли это тайное воссоединение, частный разговор вдали от СМИ? Или Чингук был там, чтобы разобраться с чем-то, что осталось невысказанным со времен Гавайев? Часть 4. Признание в ночном Лос-Анджелесе. Поздно ночью фанат снял Чингука, сидящего в одиночестве в тихом кафе на крыше в Лос-Анджелесе, глядящего на огни города. Из его губ вырвалась едва слышная мелодия, та же мелодия, которую Ви однажды напевал в своем видеоблоге. Совпадение? Фанаты так не думали. Вскоре после этого Чингук опубликовал загадочную подпись в Инстаграм: «Некоторые вещи не могут оставаться скрытыми вечно». Раздел комментариев сошел с ума. Он говорит о Ви. HYBE. Объясните это. Это разбивает мне сердце. На данный момент и Ви, и Чингук остаются в Лос-Анджелесе. Никаких официальных обновлений, только слухи, шепот и фрагменты правды, которые фанаты отчаянно пытаются собрать воедино. Но одно ясно – это не просто очередной случайный тренд. Разворачивается что-то значительное, что-то, что компания не хочет, чтобы фанаты видели. Потому что, когда Чингук наконец заговорил, его слова несли больший вес, чем когда-либо. Иногда молчание говорит обо всем. И теперь все слушают. Часть 5. Разговор, который изменил все. Улицы Лос-Анджелеса были тихими той ночью, слишком тихими для того, что должно было произойти. Огни города мерцали на фоне темного неба, и легкий ветерок доносил слабый гул транспорта с бульвара Сансет. В скрытом уголке западного Голливуда, за частной виллой, увитой плющом, Ви сидел один на балконе, погруженный в свои мысли. Его разум все еще был захвачен волнами Гавайев. Тепло, тишина, ощущение свободы впервые за многие годы – все это казалось сном, от которого он не хотел просыпаться. Но реальность всегда настигала. Его телефон завибрировал. Сообщение от одного имени – Чингук. «Я здесь. Можем поговорить». Ви замер. Его сердце забилось быстрее. Он не разговаривал с Чингуком с тех пор, как был на Гавайях. Были непрочитанные сообщения, неотвеченные звонки. Слишком много невысказанных эмоций. Он медленно набрал «Входи». Ворота открылись несколько минут спустя. Мягкие шаги эхом разнеслись по коридору виллы. Ви обернулся, и вот он, Чингук, в черном худи, кепка низко, глаза скрыты, но выражение лица тяжелое. Сначала ни один из них не сказал ни слова. Тишина между ними была оглушительной, густой от напряжения, сожаления и чего-то еще, чего-то невыносимого. Наконец, Чингук заговорил. «Ты уехал, ничего не сказав». Ви выдохнул. «Мне нужно было время, Кук. Ты знаешь, как это было. Камеры повсюду. Встречи, графики. Я больше не мог дышать». «Ты думаешь, я могу дышать?» – парировал Чингук, его голос слегка дрожал. «Ты думаешь, я не чувствую того же? Твое исчезновение просто...»
Он остановился, сжимая челюсть. «Ты знаешь, что это сделало со мной?» Ви отвернулся, его глаза блестели. «Я не хотел тебя обидеть». Чингук подошел ближе. «Тогда почему ты не сказал мне? Мы раньше говорили обо всем, Т. О каждом страхе, о каждой мечте. Ты сказал, что мы справимся со всем вместе, а потом ты просто исчез». Тяжесть этих слов повисла между ними, как дым. Ви сел, его руки слегка дрожали. «Дело было не в том, чтобы убежать от тебя. Дело было в том, чтобы снова найти себя. HYBE продолжает строить стены вокруг нас. Кук. Каждое движение, каждое слово — это все контроль. Гавайи были первым разом за многие годы, когда я почувствовал себя собой». Глаза Чингука смягчились. «Я понимаю. Правда, понимаю. Но ты не можешь отталкивать всех, особенно меня». В его тоне была боль, но и понимание. Он сел рядом с Ви, и воздух наполнил звук далекого городского шума. Долгое время оба молчали. Затем Чингук прошептал: «Они недовольны этой поездкой, ты знаешь. HYBE звонили мне без остановки. Они думают, что ты что-то планируешь». Ви горько рассмеялся. «Конечно, думают. Они боятся того, что произойдет, когда мы начнем думать сами за себя». Чингук повернулся к нему. «Ты боишься?» Ви помедлил, затем тихо сказал: «Нет, больше нет». Часть 6. Снова дышать, Бриттерген. Та ночь тянулась бесконечно. Они часами говорили об индустрии, о своем будущем, о своих мечтах за стенами компании. Ви признался, как он устал, какое давление он чувствовал, чтобы продолжать улыбаться, когда внутри он угасал. Чингук слушал, кивая, иногда отворачиваясь, чтобы скрыть свои эмоции. Затем Чингук сказал то, что полностью заставило Ви замолчать. «Если ты уйдешь, я уйду с тобой». Ви посмотрел на него с недоверием. «Ты не можешь это говорить серьезно». Чингук ответил: «Если быть свободным означает потерять все остальное, я все равно выберу это. Потому что какой смысл петь, если это больше не наш голос?» Эти слова что-то сломали внутри Ви. Он понял, что не он один чувствовал себя в ловушке. Чингук тоже ломался, только в тишине. Ночь превратилась в рассвет. Первый свет коснулся горизонта, окрашивая их лица золотом. Было тихо, мирно, почти так, как будто мир остановился только для них. «Что бы ни случилось дальше», — мягко сказал Чингук, — «мы делаем это вместе». Ви кивнул. Его голос был едва слышен. «Вместе». Часть 7. Правда через музыку. Через 2 дня разразился хаос. Фанатка загрузила размытое видео, снятое возле той же виллы в западном Голливуде. Клип, показывающий 2 силуэта на балконе. Один из них, несомненно, Ви, другой, по слухам, Чингук. Через несколько минут он был повсюду. Решетка Тикукинлар, решетка «Они снова вместе», решетка «Энува езлица». Распространилась паника. Внутренние каналы HYBE, как сообщалось, перешли в режим локдаун. Персоналу было приказано не комментировать. Менеджеры были переназначены, и оба айдола снова полностью замолчали. Но ущерб был нанесен. Мир знал. В штаб-квартире HYBE руководители изо всех сил пытались контролировать ситуацию. Запросы прессы хлынули, и юридические команды составили заявления, но ни одно не было опубликовано. Инсайдеры утверждали, что Ви и Чингуку было вынесено последнее предупреждение. Еще одна несанкционированная встреча, и оба могут столкнуться с серьезными ограничениями. Чингук был расстроен. Он чувствовал, что каждое их решение наказывается. Однажды ночью он написал Ви: «Они снова пытаются нас разделить».
Ви ответил просто: «Пусть попробуют». Затем, поздно ночью в Лос-Анджелесе, Чингук опубликовал что-то, что потрясло весь фандом. «Мы люди, прежде чем мы айдолы. Не забывайте об этом». В течение нескольких часов пост был удален. Команда PR HYBE работала сверхурочно, но было слишком поздно. Пост уже стал вирусным. Тем днем папарацци засняли нечто, что вновь зажгло надежду. Оба они вместе приехали в студию звукозаписи. Ни персонала HYBE, ни стилистов, только они. Фанаты взорвались. Они снова работают вместе. Это тот проект, который HYBE пытался остановить. Несколько дней больше ничего не говорилось. Затем в сеть просочился загадочный отрывок. Несколько секунд Solar Ampersand B трека. Два голоса, идеально смешивающихся. Фанаты мгновенно поняли, что это они. Через неделю, без какого-либо официального тизера, песня появилась на стриминговых платформах под анонимным именем исполнителя The NJK. Ни промо, ни лейбла, просто музыка. Трек назывался «Снова дышать», Breathe Again. Текст был откровенным, эмоциональным и мучительно честным. Они строили стены вокруг наших имен, но мы все равно нашли свой путь. Когда они сказали «Молчи», мы все равно пели. В течение нескольких часов песня заняла первое место в iTunes более чем в 50 странах. Фанаты наводнили социальные сети слезами и гордостью. Это их послание HYBE. Они, наконец, заговорили через музыку. Снова дышать — это свобода. Ясно одно — эта история еще не закончена. Это только начало. Потому что, когда две души борются за свободу в мире, построенном на контроле, их молчание может потрясти всю индустрию. И как однажды сказал Чингук, иногда молчание говорит обо всем.